Польское радио на русском. Итак, двое сотрудников посольства Израиля были застрелены возле еврейского музея в центре Вашингтона. Подозреваемые уже задержаны, но все это происходит как будто бы вовремя. Вовремя начинаются вопросы по Газе, вовремя начинается военная операция на западном берегу реки Иордан. Точнее, она продолжается продвижение в Газе, и точно так же продолжаются споры о том, нужно ли это продолжение. Мы решили поговорить об этом с военным аналитиком Давидом Шарпом. Он сейчас с нами на связи. Добрый день, приветствую вас. Добрый день, Алексей. Итак, не случайно совпадение или какие еще варианты могут быть по поводу двух дипломатов израильских в Вашингтоне? Случайного здесь ничего нет уже начиная с 1948 года. Террористические организации, одиночки и те, кто борется за уничтожение Израиля, прибегают к терроризму на регулярной основе. Терроризму как и за рубежом, так и внутри Израиля и на его границах. И такого рода нападения, иного рода имело место массу. То, что не каждый день в Соединенных Штатах нападают на израильских дипломатов или даже просто на евреев или граждан государства Израиль, не значит, что во всем мире нет очень серьезного фундамента, на котором подобного рода акции вырастают. Мы видели множество откровенно антиизраильских акций, подчеркну, это не поддержку законных прав палестинского народа, как они это говорят в некоторых случаях, а поддержку террора. Например, лозунг от реки до моря. Палестина будет свободной. Если кто-то не понимает, то это подразумевает свободно от государства Израиль, потому что от реки до моря именно находится государство Израиль в заметной степени. И это все подразумевается, когда такого рода кампании подстрекательские носят легитимный характер, массовые, считаются в порядке дел по поводу свободы слова. Неудивительно, что многие берут, что называется, оружие в прямом смысле в свои руки. И это я еще даже не говорю о классических представителях террористических организаций наподобие Хамаса, ранее в свое время Организация освобождения Палестины, которая с тех пор отступила от практики прямого террора и придерживается практики поэтапного уничтожения Израиля, скажем так, в том числе и дипломатическим путем, они это не скрывают. А создали, я возвращаюсь к давнему и прочному фундаменту, я напоминаю, что создана Организация освобождения Палестины была еще до шестидневной войны, когда никакой территории так называемого западного берега Израиль не контролировал, и освобождение Палестины подразумевало очень четкие и правильные с их с точки зрения дела. А как тогда Израиль должен ответить? Как Израиль ответит? Или не, или вот эта вот операция на западном берегу, операция продолжения операции в Газе, это и есть ответ? Я имею в виду убийство двух дипломатов, это все-таки серьезная вещь. Убийство двух дипломатов это более чем серьезная вещь. Однако, когда мы говорим об ответах, отвечать можно либо каким-то, если мы говорим о военном ответе, отвечать можно организации или стране, которая несет за это ответственность. Значит, в данном случае первичное подозрение в том, что речь идет первичное, я не могу знать, что речь идет о неком активисте, действующие по причине ненависти к Израилю, но однако не являющихся, видимо, не являющимся посланником той или иной организации. Хотя, опять-таки, возможно, следствие покажет. Это, кстати, стрелявший имеет имя, фамилию Родригес. Речь не идет, мягко говоря, о мусульманской фамилии. То есть речь идет о некой идеологической ненависти на идеологической основе. Кому же тут можно отвечать? С Хамасом Израиль и так воюет и предпринимает те действия, которые необходимо. Если выяснится, что речь идет о каком-нибудь иранском и другом следе, что нельзя исключать, однако этого нужно дождаться следствия, чтобы оно выяснилось, возможно, будет та или иная реакция. Действия Израиля на данный момент там, в тех местах, которые принято называть западный берег реки Иордан, у нас это Иудея и Самария, носят рутинный характер. В том смысле, что не происходит каких-то экстренных мер, не принимаются, ведется антитеррористическая операция,
призванная снизить ту самую активность духовных собратьев того, кто стрелял в Вашингтоне, грубо говоря. Что же касается Газы, то задачи, которые там стоят, они иного характера. Я напоминаю, что Хамас по-прежнему держит в руках израильских заложников, отказывается их освободить. И одно из условий Хамаса, освобождения заложников, это сохранение боевого крыла Хамаса, и это гарантии неприкосновенности боевому крылу Хамаса, и это возможность жить спокойно и развиваться, но не в экономическом плане, а боевому крылу Хамасу в случае, если Израиль дает эти гарантии и уходит с границы между Египтом и Газой. То есть готовится, что это означает в переводе на человеческий язык? Это означает, что Хамас получает после 7 октября 2023 года, после того, что они сделали, 1168 убитых за один день, 250 заложников, получает возможность сохранить свои силы и готовиться к следующему раунду такого рода. Если в Европе многие, находясь далеко от гущи событий, этого не понимают и считают, что это вполне легитимно дать Хамасу такую возможность, в Израиле на данный момент господствует иной подход, и, собственно, этим продиктовано проведение операции. Ну, то есть получается так, что для того, чтобы Хамас отпустил заложников, они просят сохранить свою армию для того, чтобы потом они опять могли устроить какую-то операцию и набрать заложников снова. И я так понимаю, что здесь, опять же, ну, какая-то такая странный выбор у израильского правительства, у израильской армии, потому что, с одной стороны, нужно заложников возвращать, а это получится только военным путем, возвращать так, чтобы потом не было подобной опасности. А с другой стороны, вот, допустим, Белый дом уже заявляет о том, что он может и оставить Израиль наедине с Ближним Востоком, ну, то есть прекратить экономическую помощь, насколько я понимаю. Да, это не официальное заявление, это не Трамп говорил, но, тем не менее, об этом пишут уже несколько ведущих медиа. Какой выбор будет сделан, как вы думаете? Во-первых, мы точно не понимаем, что происходит с Белым домом. Медиа, которые это впервые появилось, это Вашингтон-Пост на основании анонимных источников. Э, Такого рода информация может быть и верной, и частично верной, и откровенным вбросом. Мы пока не знаем. Можно отметить, что администрация Трампа, если там что-то думают и что-то планируют, то, как правило, это долго не скрывают и, как правило, это демонстрируют. Значит, на официальном уровне они опровергали такой подход. Но важно понимать следующее. Вообще любые страны во внешней политике цинично придерживаются своих интересов. И то, как они эти интересы видят, эти интересы могут противоречить интересам союзников и партнеров, и мы это однократно видели и в украинском контексте, и в израильском контексте на протяжении всей истории государства Израиль. Израиль, естественно, не просто маневрировать, и есть кое-какие вещи, которые являются приоритетными, и для их реализации должны максимум политических усилий и политической воли, и параллельно пытаться убедить союзников в своей правоте и легитимности своих действий. Иногда союзники все прекрасно понимают, но демонстрируют откровенный цинизм, потому что им так выгодно. И выгоды могут быть самые разные. От условного арабского электората внутри какой-нибудь европейской страны и заканчивая опять-таки торговлей с Катаром или Саудовской Аравией, которая, мягко говоря, гораздо более привлекательнее, чем торговля с Израилем. Все просто и одновременно сложно. Израилю важно освободить заложников, я скажу больше, очень важно освободить заложников. С другой стороны, если освобождать заложников, пытаться идти в силовой операции до конца, то есть то, что тоже Израиль декларирует, свергнуть власть Хамаса и разгромить его, жизни заложников будет грозить очень серьезная опасность. И вот эта дилемма, с которой израильское правительство до сих пор не может справиться, в том числе под внутренним давлением общества, что приоритетно, к чему идти в начале, к чему в конце. В итоге получаются иногда элементы лебедя, раки и щуки, задержка операции, остановки операции, действия медленного характера и отказ от нанесения ударов в тех или иных местах, где могут быть заложники. В общем, причины объективного, субъективного характера, политической воли и все, что это еще и усугубляется внешним давлением. Ну а когда здесь было просто? Ну и последний вопрос, но он более
ну, как более военный, получается, а не политический, потому что у нас как-то перед этим политические вопросы больше были. Но, тем не менее, опять же, медиа, пусть и ведущие мировые, но со ссылкой на свои источники, пишут, что Израиль собирается, не отложил далеко идею нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. И это казалось бы очевидным, ну, что почему отказываться от этой идеи, а с другой стороны, непонятно, к чему она действительно может привести. Как вы думаете, целесообразно сейчас это делать? Будет ли такое сделано? Ну и вот. В таких ситуациях важен общий контекст, да, то есть вопрос не может быть задан в том духе, что целесообразно ли уничтожить какой-то объект иранский, важнейший объект ядерной программы, целесообразно видеть общую картину, например, а что будет дальше, а каково будет продолжение, позиция Соединенных Штатов, естественно, ответные удары Ирана по Израилю. То есть это очень серьезный комплекс вопросов и ответов, и целесообразность определяется в зависимости от целого ряда обстоятельств, не только сугубо военных, но и внешнеполитических в первую очередь. И, как я уже сказал, позиция Соединенных Штатов очень важна. Значит, в принципе, в Израиле перед тем, как президент Трамп пошел на переговоры с Ираном, в Израиле исходили из следующего соображения. Причем исходили в Израиле, это очень важный момент. И те, кто принимают решения, и военное командование, и многие в оппозиции, но те, кто, скажем так, категория тех, кто более-менее был причастен к принятию решений или рассчитывает стать у руля государства. Так вот, на основании имеющейся информации был широкий консенсус на тот счет, что переговоры с Ираном, скорее всего, ни к чему не приведут. Ну, то есть смысл тот, что если требовать от Ирана того, чего нужно, Иран не согласится. Второй вариант, и вот этого очень опасается, когда с Ираном согласятся на договор косметического уровня, наподобие того, что был подписан в 2015, и это будет не только не решением проблемы, это сохранит иранскую угрозу, которая может взорваться в буквальном смысле в любой удобный для Ирана момент. Вот, то есть два таких сценария, либо никаких результатов, либо такой результат с точки зрения Израиля, на самом деле и многих стран. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.